Всем привет! Сегодня буду делать торт мужу на день рождения. За основу я взяла рецепт мужского торта Олеси Куприн. Только адаптировала его под себя, ориентируюсь на свой вкус и на вкусовые предпочтения гостей. Будет бисквит на пиве, будет много шоколада. Итак, начинаем. В рецепт этого бисквита я внесла некоторые изменения, но незначительные. Для приготовления мне понадобится пиво. Я взяла светлое пиво. Сахар я разделила на две части. Соль, мука. Здесь у меня сода и разрыхлитель, какао, сливочное масло и яйца. Пиво мы слегка подогреваем. Оно должно быть тепленькое, чтобы растопить сливочное масло. Я подогрела до 55 градусов. Отправляем сюда теперь сливочное масло. У меня масло комнатной температуры. До однородности перемешиваем. Сюда отправляем часть сахара и какао. Все перемешали и отставляем пока в сторонку. Начнем взбивать яйца. Яйца мы будем взбивать вместе с солью и со второй частью сахара. Взбивать начинаем на самой большой скорости до пышного светлого состояния. 5 минут взбивались яйца. Теперь мы делаем скорость миксера самую минимальную. И по очередности будем добавлять пивную смесь и сухие ингредиенты. Тесто я сразу делаю на две формы, поэтому у меня так много. Вы можете разделить все ингредиенты напополам. Духовку ставим разогреваться до 175 градусов, а пока приготовим форму, в которой мы будем выпекать их. Тесто делим на две равные части и переносим в форму. Отправляем в разогретую духовку, повторюсь, 175 градусов, выпекаем до сухой зубочистки. Все, выпекались у меня коржи 35 минут, вот такие вот они ровные получаются. Естественно, весь спирт с пива испарился при высоких температурах. Остывать они у меня будут на решетке. И после полного остывания я заверну в пищевую пленку и отправлю на ночь в холодильник. Теперь сделаем ганаш. Он у меня будет в качестве прослойки в торте. Сливки мы отправляем в микроволновку нагреться до температуры, которая пригодна для расплавления шоколада. Сливки у меня 33%, сейчас температура у меня 60 градусов. Можно их разогреть и в сотейнике на плите. Не обязательно использовать микроволновку. Все оставляем до расплавления шоколада, затем перемешаем. Накрываем пленкой в контакт и отправляем в холодильник. Примерно где-то на час-полтора. Пока ганаш у меня в холодильнике, я как раз сейчас разрежу каждый корж напополам. У меня будет 4 коржа. И приготовлю форму для сборки торта. Бисквит внутри получается мелкопористый, он очень влажный получается, поэтому мы его пропитывать не будем. И у него четко выраженный привкус солода. И, наконец, перед самой сборкой торта мы приготовим крем-чиз. Для него мне понадобятся сливки жирные 33%, творожный сыр, сахарная пудра. Сливки и сыр должны быть обязательно охлажденные. Сливки будем взбивать вместе с сахарной пудрой, начиная с самой маленькой скорости, потом постепенно ее увеличиваем и так до плотного состояния. Теперь сюда отправляем творожный сыр. И на самой маленькой скорости перемешиваем. Крем готов, ганаш уже охладился. Переносим и крем, и ганаш в кондитерские мешки. Приступаем к сборке торта. Торт я собираю в кольце. По бокам проложила пленку от сахарной бумаги. И уложила уже туда первый корж. Из крема делаю бортик. А посередине у меня будет ганаш. Тонким слоем распределяю его и затем покроем кремом. Следом идет второй корж. И повторяю все то же самое. Отправляем в холодильник не меньше, чем на 6 часов, пропитаться, отстояться. Мы отправим наш торт на ночь в холодильник. А утром уже займемся оформлением. Отстоявшийся торт будем покрывать ганашем. Выравнивать ганашем я буду в 2 этапа. Сначала черновой слой ганаша, затем, когда он застынет, сделаю уже более ровную поверхность. Все, выровняла торт. Торт должен быть идеально ровным для велюра. Если бы я покрывала кремом, я бы, конечно, так не выделывалась, но для велюра необходима абсолютно ровная поверхность. И также я еще подложку тут прикрыла пищевой пленкой для того, чтобы меньше пачкалась она от черного велюра. Отправляем торт в морозилку. Нам необходимо минут 15 его подморозить. Именно вот этот верхний слой ганаша, чтобы был подмороженным. А пока торт в морозилке, я займусь приготовлением велюра. Здесь у меня уже какао-масло. Пропорции какао-масла и шоколада темного я напишу в описании. Также я сегодня буду использовать жирорастворимый краситель черный уголь Cake Colors. Я буду его использовать первый раз. Краситель я добавляю сразу в какао-масло. И так как я буду использовать темный шоколад, то много красителя мне и не нужно. Отправляем в микроволновку растопиться. Как только я увижу, что какао-масло
уже немного растопилась, я добавляю туда шоколад. Растопила я полностью свою шоколадную массу, мне ее необходимо остудить до 37 градусов. Для темного шоколада это рабочая температура. Я добавляла еще 2 раза по столько же, сколько в первый раз добавила, так как не учла то, что здесь также 10 граммов, то есть вес одинаковый, а количество красителя здесь намного больше, то есть он легче по весу. Поэтому я добавила еще. Прям сильно черного цвета, конечно, у меня не получилось, но этот цвет меня также устраивает. Возможно, еще нужно добавить красителя. Я размешивала блендером. Посмотрим, как он ляжет на торт, какой цвет получится. Пока масса остывает, я подготовлю коробку, где буду велюрить. Торт с морозилки. Не ждем, пока выступит конденсат, начинаем велюрить. Покрывать я буду в 2 этапа, отправляю в морозилку. Буквально 2-3 минуты он провел у меня в морозилке, чтобы вот этот изначальный слой велюра у нас застыл. И продолжаем. Все, закончила я этот процесс. Цвет меня вполне устраивает. Но черный же. Мне остается только приклеить шоколадные шары на торт. Я это буду делать с помощью металлического шпателя, то есть буду также прикладывать шоколадный шарик, чтобы он немного подплавился, и уже приклеивать его к торту. Эти шоколадные шары я сделала на основе шоколадной глазури и шоколада. Пропорции я тоже укажу ниже. Номера — это сахарная бумага, вырезала и с помощью геля глянец приклеила. Только немного надо расправить, чтобы прям совсем ровненько было. Самое главное, я прикрепила цифры 2 и 8, то есть 28, а остальные уже как получится, так и прикреплю. Остается уложить кий, и торт будет готов. Кий я сделала из мастики, внутри у меня шпажка. К поверхности торта я его приклею с помощью геля глянец. Вот такой торт у меня получился. Торт-бильярд. Поверхность абсолютно черная, не знаю, будет ли видно на камеру, но очень классная поверхность получилась, я довольна своей работой. И, как говорит Стас Михайлов, все для тебя, все для тебя. Вот такой торт моему мужу на день рождения. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.